Привет, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. И я приветствую вас на своем канале Sound Like a Russian. Недавно в комментариях я получила вот такой вопрос. Я ответила на этот комментарий, и мы немножко обсудили эту тему в сторис с теми, кто смотрит регулярно сторис в Инстаграме. И в итоге я пришла к выводу, что эта тема достойна отдельного видео. Эта тема достойна, чтобы о ней порассуждать, поговорить. Поэтому это видео посвящено методам изучения иностранного языка. Наверное, вы знаете, что этих методов очень много, друзья. И, конечно, я не буду называть и комментировать все методы, все существующие методы изучения иностранных языков. План у меня такой. Я расскажу вам про те методы, которые я знаю, прокомментирую каждый из них, обсужу с вами плюсы и минусы, а в конце подведу итог и расскажу, какой метод я считаю лучшим для изучения русского, именно русского языка. Давайте начнем с того метода, о котором меня спросили, Comprehensible Input. Этот метод сформулировал Стивен Крашен. Он заключается в том, что вы слушаете очень много материала на иностранном языке, который вы изучаете, но этот материал должен быть не слишком легким и не слишком сложным для вас. Вы должны его понимать, но там будут какие-то новые слова, новые конструкции. Метод, скажем так, приятный, потому что обычно он очень мотивирует студентов. Ведь если вы понимаете материал на иностранном языке, это очень приятно, и хочется продолжать его изучение. Используя этот метод, можно изучать иностранный язык самостоятельно. Достаточно только открыть YouTube, найти подкаст или видео, а лучше несколько подкастов и видео, и слушать на иностранном языке. Единственное, что здесь может быть действительно сложно, это подобрать, найти те самые материалы, которые для вас не слишком легкие, но и не слишком сложные. Потому что если вы занимаетесь по этому методу, нет смысла слушать очень легкие подкасты, и также не имеет смысла слушать то, что вы совсем еще не понимаете. Еще один плюс-минус современный метод изучения языков, тот метод, который сейчас, наверное, является одним из самых популярных. Это task-based approach. Студент получает какую-то задачу, задание, ситуацию, в которой ему нужно использовать язык, иностранный язык, и пытается решить эту задачу, разобраться в этой ситуации, используя иностранный язык. И в данной конкретной ситуации можно использовать разные грамматические конструкции, разную лексику. И из-за того, что студент эмоционально вовлечен в этот процесс, в процесс решения задачи, запоминание материала происходит быстрее. Вы быстрее запоминаете материал, когда четко понимаете, чувствуете, что этот материал вам нужен для решения конкретной задачи. Еще один метод – это метод погружения в язык. Его по-разному называют, но что я имею в виду, я сейчас поясню. Очень простая мысль. Когда вы изучаете иностранный язык, вы не должны использовать язык-посредник. Например, сейчас вы изучаете русский язык, а значит, все ваши занятия будут на русском языке. Понимаете вы его или не понимаете. Английский язык и любой другой язык-помощник вы использовать не будете. Это метод погружения в язык. По опыту могу сказать, что не для всех студентов он подходит. Некоторые студенты начинают очень стрессовать, когда не понимают, что происходит.
А когда вы волнуетесь, нервничаете, переживаете, конечно, запоминать новый материал не всегда получается. Еще один метод, который я вспомнила, когда готовилась к этому видео, это storytelling, метод рассказывания историй. На самом деле этот метод очень похож на первый метод сегодняшний, comprehensible input. Ваш преподаватель рассказывает вам короткие истории на иностранном языке, изучаемом вами. В этих историях будут новые слова, и вы как-то с этими словами работаете, но чаще всего вы понимаете значение новых слов из контекста. И таким образом запоминаете их естественным путем. Сюда же к очень, скажем так, естественным методам давайте отнесем лексический подход, который сейчас очень популярен в изучении английского языка, и его пытаются применить в сфере изучения русского языка как иностранного. Лексический подход заключается в том, что преподаватель ведет беседу со студентом и отталкивается от естественного течения этой беседы. Как только возникает какая-то интересная тема, преподаватель дает студенту достаточно инструментов, то есть лексики, грамматических конструкций, чтобы студент мог выразить себя на эту тему. И вот таким естественным путем выстраивается уже система языка у студента. Почему подход лексический? Потому что, как вы можете понять, центр здесь, на чем фокусируется в основном наше внимание, это лексика, слова. Я слышала очень много критики этого подхода для изучения именно русского языка, потому что в основном считается, что русский язык очень грамматичный. То есть без грамматики на русском языке говорить невозможно. И даже если вы знаете 10 тысяч русских слов, без грамматики вы ничего не можете сказать. Но кто нам мешает немножечко изменить этот подход и кроме лексики включить еще и грамматические конструкции? Да? И тогда этот подход будет прекрасно работать. Но опять же, не со всеми. Есть студенты, которым больше подходит структурированное изучение языка. Еще один метод, тоже построенный вокруг лексики, вокруг словаря. Он заключается вот в чем. Преподаватель берет какое-то слово, центральное слово урока, и вокруг него строится весь урок, как вокруг ядра. К этому слову прибавляются другие слова, разные контексты, и в итоге к концу урока одно слово обрастает разными контекстами, разными грамматическими конструкциями, разными грамматическими другими категориями. То есть, если, например, это глагол, то это слово обрастает разными временными формами, прибавляются префиксы, прибавляются разные контексты, прибавляются переносные значения. И все это вокруг одного слова. Очень интересный подход, кстати. Все методы, которые я сейчас перечислила, они плюс-минус современные, и скорее мы их отнесем к коммуникативным методам, да, или к естественным методам, по-разному их называют. Но еще я вспомнила методы, которые применяли, например, у меня в университете, когда я изучала французский, и в школе. Это так называемый метод перевода. Метод письменного перевода. Вы изучаете язык, переводя с него или на него. Сейчас этот метод считается устаревшим, его уже стараются вообще не использовать. Считают, что это мучение, и это не имеет ничего общего с живым языком. Но на самом деле давайте заметим, что у этого метода тоже есть свои сильные стороны. Например, такой вдумчивый перевод, такая вдумчивая работа с текстом помогает
проанализировать и сопоставить конструкции в изучаемом языке и в родном языке. Но этот метод, конечно же, исключает естественное устное общение. Не будем забывать про аудиолингвистический метод. Этим умным словом называется очень простое упражнение – повторение за диктором. Многократное повторение одного и того же слова, одной и той же конструкции, одной и той же фразы. Надеюсь, не видно, как собака писает и какает на заднем плане. Попьем водички пока. Следующий метод или прием даже – метод молчания, так называемый. Этот метод подразумевает, что ваш преподаватель по языку молчит, дает вам говорить и дает вам совершать ошибки и не исправляет их совсем. В принципе, очень хороший прием, я бы сказала. Преподаватель действительно должен больше молчать на уроке, а говорить должен студент, чтобы именно он практиковал язык. Это так, это так. Но если мы, например, говорим про обучение фонетике, то правильное произношение не родится из ниоткуда. И в этом случае преподавателю нужно, так же как и студенту, достаточно говорить на уроке. И нельзя пропускать ошибки студента. Еще один метод и прием, который я очень люблю использовать на своих занятиях в группах, это учение через обучение. В общем, суть очень простая. Преподаватель просит студентов подготовить урок на какую-то тему. И студент, когда готовит урок на эту тему, естественно, погружается в нее, изучает ее. И когда рассказывает об этой теме другим студентам, начинает разбираться в ней очень хорошо. И еще один метод я вспомнила, но не знала, кстати, как он называется, посмотрела вот сейчас. Он называется сугестопедия. Изучение языка воспринимается как эмоциональный процесс, работа с бессознательным. То есть студенты там закрывают глаза на уроках. И эти занятия языком больше похожи на занятия йогой или медитацию. Знаете, там работа с цветами, работа с ассоциациями, вот такое. Итак, все эти методы, которые я сейчас коротко прокомментировала, по большому счету, это разные взгляды на язык. Некоторые методы, коммуникативные в основном, смотрят на язык как на средство общения, инструмент для общения, а некоторые методы смотрят на язык как на совокупность грамматических конструкций и отношения семантических полей. Я вам предлагаю представить язык как такой большой, объемный шар. Вот он объемный, он не плоский, он глубокий, он широкий, он высокий. И когда вы выбираете какой-то один метод для изучения языка, какой-то один угол зрения, вы сразу автоматически сужаете для себя этот язык. Вы смотрите на него плоско. Вот я вам предлагаю не уплощать и не упрощать язык. Язык – это действительно объемная, богатая, красивая, живая структура. И я вам предлагаю смотреть на него с разных сторон. И с этой стороны, и справа, и слева, и снизу, и сверху, и изнутри, и снаружи. Смотреть на него по-разному. Только такой подход, как мне кажется, позволит вам действительно погрузиться в язык, изучить его, понять его, прочувствовать его. Какой же метод позволит сделать все это? Какой же метод позволит смотреть на язык со всех сторон и охватит все аспекты языка? Какой метод? Правильно, никакой.
никакой и одновременно все вместе. Вот мой совет, если вам интересен мой совет, пользуйтесь всей палитрой методов. Не отбрасывайте методы, не фокусируйтесь только на одном и даже на двух. Попробуйте использовать все методы, которые вы только можете использовать. Вот коммуникативные методы, коммуникативные подходы, они ближе к естественному усвоению языка, как мы с вами это уже сказали, к тому, как усваивает язык маленький ребенок. Но есть также методы более аналитические, методы, которые опираются на способность человека анализировать. Вот я вам предлагаю не исключать, не отвергать ни свою детскую часть, которая способна просто впитывать естественным образом, ни свою взрослую часть, разумную, анализирующую. Попробуйте подключить и одну часть, и другую. Лучший метод для изучения русского языка как иностранного и любого иностранного языка – это, наконец, начать его изучать. Так что, если вы изучаете русский язык и смотрите это видео, то можно сказать, что вы не теряете время даром. Но если вы русскоязычный человек и смотрите это видео, чтобы, наконец, начать изучать языки, то выключайте видео и уже идите изучать язык, который давно хотите изучать. И вторая составляющая моего идеального метода для изучения русского языка – это не исключать никакой метод. Вот все те методы, которые я назвала в этом видео, другие методы, которые вы знаете, берите лучшее из них, из каждого, берите лучшее. Пробуйте разное, подбирайте разные методы, которые вам подходят. Ну, есть одно исключение, да, есть ситуация, когда действительно нам нужно подобрать конкретный метод и не отходить влево-вправо. Это если мы ограничены по времени, очень ограничены по времени, и у нас есть рамки в нашей цели, у нас есть конкретная цель. Например, если ко мне приходит студент, которому через год нужно провести переговоры, бизнес-переговоры на русском языке, ну или во всяком случае участвовать в диалоге с партнерами, с русскими партнерами. У нас есть очень узкая цель, и у нас есть ограниченное время. И здесь мы будем действительно подбирать конкретные методы, составлять конкретный план. Мы не будем пробовать все. Я не буду его просить переводить письменные тексты. Я не буду только молчать на уроке и ждать, когда же он начнет говорить на русском. Нет, у нас нет времени на это. Но если таких жестких рамок во времени и в ситуации у нас нет, то я вам очень рекомендую использовать все методы. Какой метод больше всего подходит или полезен, когда вы хотите говорить без акцента, когда вы работаете над своим произношением? Здесь подойдут все методы, которые заставляют вас больше говорить, но при этом не подойдет метод молчания, когда преподаватель молчит и не исправляет ваши ошибки. Интересно, что если вы хотите улучшить ваш акцент, не обязательно следовать по рекомендациям Крашена, да, и слушать только тот материал, который вам плюс-минус понятен. Вот для того, чтобы впитать правильное произношение, правильные интонации, можно слушать даже тот аудиоматериал, который вы совсем не понимаете. И на самом деле это один из советов, которые я даю своим студентам, с которыми занимаюсь фонетикой. Слушать все подряд на русском языке. Каким бы странным ни был вот этот последний метод сугестопедии, он тоже неплохо помогает в обучении фонетики. Иногда студентам сложно проанализировать свое произношение
И через анализ не получается ухватить правильный звук. А вот когда просишь студента расслабиться, закрыть глаза, почувствовать характер звука, почувствовать эмоцию, которая передается той или иной интонацией, когда просишь студента двигаться, вставать, поднимать руки, опускать руки и так далее, все получается. Да, так что такой прием тоже помогает. Но еще раз подчеркну, все эти методы я советую использовать как приемы на уроках иностранного языка или когда вы самостоятельно изучаете иностранный язык, как приемы, а не методы, которые вас ограничивают. Немножко из личного опыта. Сейчас, как вы знаете, я изучаю венгерский язык, но изучаю его таким пассивно-активным способом. Я нахожусь в стране изучаемого языка, то есть так или иначе каждый день или почти каждый день я слышу этот язык от носителей. И вот вам, пожалуйста, погружение в язык. Да? Кроме того, я подключаю свою аналитическую часть, то есть у меня есть учебник, и иногда, подчеркиваю, иногда, не всегда, но иногда я к нему обращаюсь, чтобы структурировать, систематизировать свои знания о грамматике. На уроках, которые я посещаю 1 раз в неделю, мы скорее используем лексический подход, то есть мы говорим на какую-то тему, которая актуальна сейчас для меня, очень актуальна, и преподавательница помогает мне подобрать правильные слова и фразы. Через это, через свое эмоциональное включение я запоминаю их лучше. Аудиолингвальный подход, аудиолингвистический тоже не исключаю. Например, я люблю повторять за носителями языка, особенно матерные слова. Иногда мне нужно пойти в магазин или в аптеку и решить какую-то коммуникативную задачу самостоятельно. И вот вам, пожалуйста, task-based approach, вот он в чистом виде. И я не могу сказать, что это как-то ускоряет очень сильно процесс изучения венгерского языка, но то, что я изучаю его на разных уровнях, смотрю и вглубь, и вширь, и со стороны, и справа, и слева, это точно, это чувствуется. Друзья мои, спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели до этого момента. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, какой метод вы чаще всего использовали для изучения иностранных языков. И какой метод, на ваш взгляд, лучше всего поможет изучать именно русский язык. Вот как вы думаете? И напоминаю вам, что мы потихонечку начинаем 4-й и, пожалуй, финальный в этом году блок тем. И этот блок тем будет посвящен фразовому ударению и интонациям в русском языке. Очень сложная тема, очень сложная, очень интересная. В этом месяце вас также ждет диалог с очень интересным человеком. Не буду пока забегать вперед, увидите, очень интересно. И после этого блока тем, как и раньше, я приглашу вас на мастер-класс, заключительный мастер-класс. Для съемки этого видео я выбрала вот это райское место. Немножко шумно, наверное, было, потому что дорога недалеко, и ходят люди, бегают бегуны, ездят велосипедисты. Да, но это место мне очень нравится, потому что здесь мое любимое дерево ива. Да. Ну что ж, друзья, я поздравляю вас с началом осени и нового учебного года, если это к вам как-то имеет отношение. Жду от вас обратной реакции в комментариях и благодарю вас за внимание. И до скорой встречи. Пока-пока.